don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Пробка. Алюминиевая проволока. Золотая яла курильщиков.
Алкогольная пробка. Итак, что у нас? 5-й сигнал, по-моему. Так, пачку сигарет я выкопал. Еще одну пачку сигарет. Железную банку. И 2 или 3 пробки. Ну, сигнал 6-й. В принципе, минут 10, наверное, прошло. Вот она. Двушечка, ребята. Советская попалась. 70 какой-то. Короче, тут поздние советы почему-то валят, блин. Я на противоположном берегу деревни, вдоль речки. Гор пока не видно, надо чистить. Вон дома. За деревьями сразу внизу течет река. Вот. Вот деревья начинаются. В том районе 2 имперочки я нашел. Там чуть подальше еще одну. И здесь же перстень. Это следующий выезд уже. То есть продвигаюсь я вдоль речки. Так, двушка 73-го. Такую я уже поднимал здесь. Все советы 70-х годов. Двушка 70-го, 73-го. Пятнашка 61-го была. Ну, один поздненький был. Пятнашка 33-го года. Со щитом, где мужик с кувалдой. Вот это уже поинтереснее. Но сохран не очень, но потянет для коллекции. А это уже поздние советы. Уже вторая двушка 73-го поздняя. Так, пробуем дальше ходить. Так, ребята, что-то фольги много пошло. Блин, фольга это еще хуже пробок. Она тоненькая, она рвется. Я ее убираю, потому что если сюда приезжать еще раз, чтобы сигналов больше не оставалось лишних. То есть, получается, чистишь территорию, чтобы сигналы эти не мешали. Вот 20-ник в фольге нашел. Уже 3-й раз эту яму ворошу и нахожу кусочки фольги. И в итоге вот 20-ник советский. Ну, стопудово поздний. 70-ник или 80-ник. Сейчас посмотрим, все равно же интересно, правильно? Так же, как и мне, так же, как и вам. Так, 20-ничек, ребята, 61 год. 61-й, не 70-й, не 80-й. Такой 20-ничек, в принципе, нормальный. 61-й. Так, что, продолжаем дальше. Так, господа и дамы. Снимать каждый сигнал неинтересно, потому что в основном идет одна фольга и пробки. А сейчас, в общем, сигнал, ну, такой сомнительный тоже, потому что пробки, как и монеты, в общем-то, звенят. Алюминиевые пробки, как медные монеты. И вот сейчас глубоко. Обычно, когда глубокий сигнал цветной, это уже находка. Вот сейчас посмотрим, повезло мне или нет. Получается уже штык лопаты глубина. Вот лопата полностью зашла. Полностью. Лопата у нас 30 сантиметров.
25-30. Вот сигнал внизу бьет. Пинпоинтер в режиме вибрации, поэтому вы не слышите. В руку он вибрирует, я чувствую. Во-первых, так меньше батарейка садится, крона. Во-вторых, не пиликает, не привлекает шум. Шумом, точнее, не привлекает. Ну, сигнал такой, ну, в общем-то, устойчивый. Но глубина вообще прям интрига, вообще прям. Потому что цель небольшая, а глубина... Глубина 30 сантиметров. Вот что у нас попалось. Короче, не повезло, ребята. Это пойдет на сдачу черного металла. Ну, во-первых, кто знает физику работы катушки. Катушки любят бить на кольцованность и на круги. То есть монеты. На кругу они любят, в общем, очертания хорошо звонить. Даже если железо. Будет показывать цветной металл. Звук будет высокий, писклявый, как цветмет. И, кстати, ржавое железо тоже как цветмет звенит. Так что не думайте, что если вы там слышите сигнал, то это сразу уже цветной или монета. Поэтому копать приходится все. Тем более сейчас такое время, когда ничего уже и не осталось. Все уже давно выбито. Поэтому задумайтесь, прежде чем покупать металлоискатель, стоит ли оно того или нет. Фу, короче, ребята, наверное, часа полтора я ходил вообще по нулям. Мусорка там сплошная, одна фольга с пробками. Полностью, прям, полный фарш. Пробка фольговный, если так выразиться правильно. Фольгопробный, пробковый. Замучился, прям пипец. Вот уже все даже прям. Никакого интереса просто даже. Абсолютно. Вообще абсолютно никакого интереса. Настолько просто это выматывает, блин. И силы, и настроение, то есть уже все. То есть уже даже надежды прекращаются, какие-то на находки. Короче, сместился в другую сторону. Вот, здесь меньше вот. Как бы пробки сейчас находил, тоже 3 штуки. Но гораздо меньше их уже. Там прям концентрация огромная. И вот, ребята, долгожданный сигнал. Даже сам не смотрел еще, что это. От радости достал камеру. И будем смотреть. Вообще не понимаю, что такое. Блин, ходячка все-таки. Блин, я надеялся на ранний совет. Типа вот полкопейки есть. 25-й год, 27-й год. 1925-1927. Ну нифига это, ребята, ходячка. Ну ладно, здесь меня радует. Здесь и земля мягкая. В общем, дерна уже нету такого, как там. То есть выкапываешь за один раз. Лопату воткнул и выкопал. То есть не надо окапывать четырехгранником, как обычно вот я делаю, если трава и дерн. Здесь она мягкая. Сейчас похожу тут. Хоть кайфовать уже от копа хоть здесь стал. Не надо хоть окапывать яму. И не столько этих пробок с фольгой. Может, что-нибудь попадется. По империи не знаю. По советам, думаю, что-то точно должно быть. Хотя, когда копаешь, ничего не знаешь, что попадется. В этом вся интрига, весь интерес. Вон она внизу речушка. Разлилась. Ребята, рано радуюсь, но, по-моему, это не позолота. По-моему, это не позолота. Это настоящее, по-моему, золото, мне кажется. А может, ошибаюсь, больно легкое. Но оно тоненькое. Но на вид непонятно, что прям позолочено. Мне кажется, золотое. Блин, корни. Ребята, мне кажется, это золото.
Золото я еще ни разу не находил вообще. Ребят, сейчас почищу, посмотрю пробу, оно с камушками. Вот вижу, что одного камня не хватает. Раз, два, три, четыре. Как бы вот впадина под камень. Может, ошибаюсь. Но мне кажется, камень там был. Должно быть золото. Полагаю, что это золото, ребята. Первое мое золотое колечко. Сейчас почистим, пробу поищем. Короче, ребята, поздравьте меня с находкой. Это золото. Вот внизу. На самом колечке, на обруче. Прям внизу у палочки. Внутри проба. То ли 555, то ли 585. Ну, насчет 555 я не знаю. Но 585 есть. Ну, колечко вообще красивое, ребята. Огонь. Вот внизу проба. Ну, плохо, наверное, проглядывается на камеру. Ну, ребят, проба есть, это золото. Что тут говорить. И камушки, по-моему, на месте. Все-таки их 3 должно быть. Потому что это так задумано ювелирно, я так полагаю. Ну ладно. Золотое кольцо. Самое мое первое кольцо золотое. Ух-ух! Коп состоялся, короче. Все, сейчас здесь буду ходить. Но это не означает о том, что здесь одна бижутерия будет. Конечно, это просто тупо удача. Просто здесь кто-то потерял это кольцо. Может, конечно, здесь купались, но я сомневаюсь. Пляжа здесь не могло быть. Это просто потеряшка. И, скорее всего, кольцо советское, наверное. Ну ладно. Я очень рад, коп состоялся, ребята. Ставьте лайки за золотое кольцо. Я думаю, за кольцо золотое найденное лайк можно поставить. Первое мое кольцо золотое. Да вообще первая моя золотая находка. Серебро находил. Крестик серебряный, монеты. А вот кольцо золотое. Ну вообще золото ни разу не находил. Вот она, первая золотая находка. Так, топорик попался сейчас. Вроде целый, нормальный. Советского периода. Целенький, забираем. Даже по хозяйству, думаю, можно его отличный походным сделать, чтобы как раз небольшой был. Дровишко порубить где-нибудь в тайге. Отличненько, забираем. Ищем дальше. Речка течет грязная. Воды прибавилось. Мост через речку. Навесной или подвесной, как правильно. На тросах стальных. Короче, полный фарш, мусорка вообще опять идет. Что-то не могу понять. Не могу нормальное место найти теперь. Вот еще ходячку выкопал. Рубль. -90-х годов, что ли, какого-то, может, 98-го.